Хотите небольшой тест? Я прочитаю 10 выражений, и вы посчитаете, сколько из этих выражений правда, сколько из этих выражений относятся к вам. Когда мне нужно говорить, я забываю все слова. Мой акцент очень сильный. Меня не понимают. Моя грамматика ужасна. Я все время делаю ошибки. И нужно знать все слова, прежде чем начинать говорить. Я звучу глупо, когда говорю по-русски. Я никогда не смогу понять быструю речь носителей. Я никогда не смогу говорить на сложные темы. Я не смогу полностью выразить себя на русском языке. Я не могу говорить без ошибок. Я не понимаю, когда говорить какой падеж. Я не понимаю, когда говорить какой вид глагола и так далее. Из-за моего акцента я могу кому-то не понравиться. И 10. Вдруг я скажу какую-нибудь глупость или кого-нибудь обижу. Ну как? Если у вас есть хотя бы 2 балла, нам нужно поговорить. В этом видео я хочу поговорить о самых популярных страхах, блоках, которые мешают начать говорить, которые мешают начать получать удовольствие от разговора на иностранном языке, в данном случае на русском языке. В чем природа этих страхов и какие есть прививки, чтобы от этих страхов избавиться. Надо мной будут смеяться. Или страх осуждения. Наверное, это одна из самых коварных причин, потому что это что-то, что мы не можем контролировать, с одной стороны, и с другой стороны, это что-то максимально иррациональное. И у меня для этого есть 3 основания, 3 аргумента. Первое. Если вы когда-нибудь говорили с человеком, с иностранцем, и вы говорили с ним на вашем родном языке, сколько раз за ваш разговор вы подумали, что этот человек очень глупый? Сколько раз вы подумали, когда вы разговаривали с человеком на вашем родном языке? Сколько раз вы подумали, что, Господи, что он несет? Какой бред? Я думаю, наверное, это стремится к нулю. Я осмелюсь предположить, что, скорее всего, вы подумали, вау, этот человек выучил мой язык. 英语老师，哎呀妈，你中文说真好！还行。 Вау, этот человек может говорить со мной на моем языке, на итальянском, на испанском, на французском, на китайском, на японском. Про английский мы не говорим, потому что очень много людей говорят на английском языке, и я думаю, американцы и британцы очень избалованные, потому что они догадываются, что люди плюс-минус хотя бы немного говорят по-английски, поэтому про англоговорящих людей мы сейчас не говорим. Но просто подумайте, насколько это круто, когда иностранец говорит на вашем языке. И если вы поговорите с русскоговорящим человеком, то я вас уверяю, они будут шокированы. Почему? Это мой второй аргумент. В русскоговорящих странах, в России, например, есть одно убеждение, очень популярное мнение, что русский язык — это, наверное, самый сложный язык в мире. Ладно, если не самый сложный язык в мире, то хотя бы один из самых сложных языков в мире. И, во-первых, потому что в школах дети учат русский язык там, с 1 класса до последнего класса. Поэтому каждый раз для любого русскоговорящего человека тот факт, что какие-то иностранцы изучают русский язык и говорят на русском языке свободно, спокойно, каждый раз это причина для приятного шока. Я вижу это каждый раз. Я видела это по себе. И сейчас в моей школе каждую неделю приходят носители русского языка на встречи, на открытые встречи со студентами в школе и разговаривают. И каждый из них потом мне говорит: вау, я не думал, что иностранцы просто говорят по-русски так хорошо. И никто даже не задумывается про какие-то ошибки, про какие-то проблемы в акценте. А если так получилось, что вы сделаете какую-то ошибку, или вы что-то скажете смешное, что-то скажете не так, поверьте, люди понимают, что это может быть не очень очевидно, и вам просто объяснят. Все. Есть одна
вещь, которую я вам сейчас скажу и которую вы должны запомнить, чтобы над вами точно не смеялись. И все. Вот это одна вещь, которую нужно запомнить. Есть два слова, которые очень похожи, но у этих слов очень разное значение. Писать и писать. Просто не перепутайте. Это, наверное, единственная ситуация, в которой люди будут смеяться над вашим русским языком. Но сейчас вы это знаете, и вы не сделаете эту ошибку правильно. И, между прочим, даже если что-то вы скажете, это будет смешно, то это, наоборот, хорошо, потому что это растопит лед между вами и вашим собеседником. Вам будет что обсудить, и, в общем, будут смеяться не над вами, а будут смеяться с вами. Вторая группа. Моя грамматика ужасна. Я не знаю слов. Я не знаю падежи. Когда я говорю, у меня все вылетает из головы. Какие виды глаголов? Без понятия. Какие нужно цифры использовать? Какие вообще слова? Я не могу говорить, потому что я ничего не знаю. Это второе очень большое заблуждение. Потому что, очевидно, если вы смотрите это видео, даже если вы смотрите его с английскими субтитрами, но вы понимаете хотя бы часть того, что я говорю, это значит, что у вас уже достаточный уровень, который показывает, что вы что-то знаете. Если вы занимаетесь самостоятельно, если вы можете читать что-то и понимать что-то, это уже значит, что у вас достаточная база, чтобы начать говорить. Я очень люблю эти видео, как объяснить на нескольких уровнях сложности, где одно понятие, какое-нибудь, например, из науки, рассказывают как для 5-летнего ребенка, как для подростка, как для студента, как для ученого и так далее. Так вот, вы знаете, что любую тему можно сказать... еще один хороший страх, что я не смогу говорить на сложные темы, это тоже сюда, и что я не смогу выразить свои мысли на русском языке. Так вот, вы знаете, что любую тему можно рассказать на нескольких уровнях сложности. И любую тему можно рассказать по-разному. То есть смысл будет один и тот же, но слова будут разными. Разные структуры, разный подход. Поэтому даже если вы считаете, что у вас недостаточно словаря, то вы можете попробовать это описать проще, вы можете попробовать сказать это проще. И если вы переживаете о своей грамматике, серьезно, поверьте, никто не расстроится и никто не удивится, если вы случайно вместо одного падежа скажете другой падеж. Вместо слова «ходить» вы скажете «идти» или наоборот. И вас поймут, переспросят, вам объяснят, как лучше сказать, и, в общем, это будет такой вин-вин. И есть одно выражение, которое мне очень нравится. Чем больше вы что-то делаете, тем больше вероятность, что вы сделаете это снова, и чем меньше вы что-то делаете, тем больше вероятность, что вы сделаете это снова. И это значит, что чем чаще вы говорите, тем больше вы будете говорить, и, соответственно, вам будет легче говорить. Но чем меньше вы говорите, это значит, что вы будете говорить еще меньше, и ваш навык будет ухудшаться и ухудшаться. Поэтому, наверное, лучше говорить больше. Даже если у вас не идеальная грамматика, поверьте, ваша грамматика станет только лучше, если вы будете говорить больше. И третья группа страха, о которой я говорила, про взаимопонимание, про коммуникацию. Если вы думаете, что носители не поймут вас из-за вашего акцента, например, или произношения, я дарю вам один способ, который вы можете использовать прямо сейчас. Когда вы с кем-то говорите, предположим, что вы англоговорящий человек, вы спрашиваете его: «Простите, вы говорите по-английски?» Если человек говорит «нет», то вы можете спросить: может быть, по-французски, по-немецки, или на каком языке вы еще говорите. Если человек скажет тоже «нет», и что он говорит только по-русски, вы можете сделать такое лицо. Говорит: «Хорошо, я попытаюсь говорить по-русски». Все. Теперь
После этого короткого разговора вы показали, что вы сделаете все возможное, чтобы говорить по-русски, только потому что ваш собеседник говорит только по-русски. Ваша совесть чиста, вы можете делать все ошибки мира. Но если без шуток, то на самом деле вы можете попросить говорить медленнее, понятней или не так быстро. Вы сами можете говорить медленнее, стараться понятней, не так быстро. Это все нормально. И даже если вас не поймут, то вас переспросят. И, как я уже сказала, чем больше вы говорите, тем легче вам будет говорить потом. Поэтому, если вас переспросили, вы сказали еще раз, уже плюс. А если ваш страх, что вы вообще не знаете, о чем поговорить, то есть это видео для вас. Там я рассказываю про самые классные вопросы для смолтока, для знакомства и так далее. В общем, до встречи.